Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рады приветствовать вас на нашем мероприятии, на нашем событии. Я очень волнуюсь перед этим важным событием, когда выйдет наш гость. И благодарим вас за то, что вы выделили свое драгоценное время и пришли на наш семинар. Наш проект «Афиша Веда» не раз, и даже много, сотни раз получал письма о том, что где найти духовного учителя, где с ним можно встретиться. И этому был повод, потому что наши образовательные программы и семинары, которые организует проект, в которых участвуют Олег Геннадьевич Тарсунов, Руслан Альбертович Нарушевич, Шалва Манашвили, Олег Гадецкий. Наверняка сидящие здесь в зале посещали эти программы. И на этих программах всегда у каждого из вас, я знаю, не понаслышке, есть эта потребность обратиться к духовному учителю. Или появляется это желание найти его. Сегодняшний семинар – это прекрасная возможность встретиться вживую с нашим дорогим гостем. Я хочу представить нашего дорогого гостя, автора книги «Путешествие домой», автобиография американского йога, ученого, философа, знатока ведической культуры Радханатха Свами. Его жизнь – это ежедневные лекции, семинары, и он с континента на континент перелетает, самолеты, поезда – это его жизнь. Встречи с известными общественными лидерами, известными музыкантами, среди которых встреча с президентом США Бараком Обамой, выступление в штаб-квартире корпорации Google, всем известной, а также выступления перед Палатой лордов, парламента Великобритании и много таких встреч. Сегодня у нас есть прекрасная возможность встретиться с этим дорогим нашему сердцу гостем Радханатхом Свами. Давайте поприветствуем его, подаем его на сцену. Также я хочу представить нашего дорогого гостя, который выступит сегодня в качестве переводчика, Бхакти Вигьяна Свами, знаток ведической культуры, ученый, философ, путешественник. Семинар наш называется «Путешествие продолжается». Все мы знаем, что 3 года назад с ошеломительной популярностью прошла презентация книг в России. 2 города посещал Радханатх Свами. И сегодня выдалось нам возможность пригласить его. Давайте еще раз поприветствуем его. Mokyantimidandasya Jnananjanachalakaya chakshurun milidham yena Tasmai Sri Gurave Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatharine Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvaishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Deve Pranamami Hari Priye Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patithanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Do I have to have the lights off? Обязательно выключать свет в зале. I'm very happy to be with you, but I cannot see you. Я очень счастлив быть с вами, хотя я не могу вас видеть. So that you can see me, I'm not allowed to see you. Okay, that's very nice. Thank you. Спасибо. It's my great honor and my pleasure to be with all of you this evening. Для меня большая честь и огромная радость быть вместе с вами сегодня вечером. In this very beautiful historical city of St. Petersburg. В этом прекрасном историческом городе Санкт-Петербурге. Today I was taken on a boat through the rivers and canals of your great city. Сегодня я проехался по рекам и каналам на катере. And it truly is extraordinary how this city has been developed. И поистине этот город является чудом. But in my opinion, the best part is all of you. Но что касается меня, то самая лучшая часть этого города — это вы, собравшиеся здесь. There's a saying that external things can give some pleasure to the body and to the mind. Люди говорят, что внешние вещи могут доставить удовольствие телу и уму. But that pleasure is very limited and it cannot last very long. Но удовольствие это очень ограничено и длится недолго.
things can give no fulfillment to the heart. Внешние вещи не могут наполнить наше сердце. Only love can give pleasure to the heart. Сердце может почувствовать радость только от любви. And true fulfillment is the condition of our heart. Истинное исполнение своего предназначения заключается в том, в каком состоянии находится наше сердце. The most essential, fundamental need of all beings is to love and to be loved. Самая существенная, самая важная потребность всех живых существ — любить и быть любимым. People are meant to use things and love people. Люди предназначены для того, чтобы использовать вещи и любить других людей. But unfortunately, we become distracted and we love things and use people to get them or keep them. Но, к сожалению, мы полностью сместили фокус нашей жизни и вместо этого любим вещи и эксплуатируем других людей, используем людей для своих целей. That is due to a disconnection with our own true self. Это является результатом того, что мы разлучились с самими собой, разъединились. The origin of that love that we are seeking, Источник любви, который мы все ищем, according to great philosophers, saints, and sages throughout history, all over the world, is the love between the eternal soul and God. по словам всех великих философов, всех великих святых, в разных странах на протяжении тысячелетий, источник этой любви один — это отношение между вечной душой и Богом. In the Bhagavad Gita, Krishna tells, Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Яда яда хи дharmasya glanirбhavati bharata», that the supreme one God of all living beings, the father and mother of everyone, единый Бог, Отец и Мать всех живых существ, has appeared in many ways with various names throughout the ages in different places. появлялся на протяжении веков в разных местах под разными именами, To establish dharma or true spirituality. для того, чтобы утвердить дарму или истинную обязанность живого существа, духовную, To remind us what we have forgotten. напомнить нам о том, что мы забыли. Who am I is the basic principle of knowledge. Понимание того, кто я на самом деле, фундамент настоящего знания. When we simply think that I am this physical body that's always changing, Если мы считаем себя телом, которое постоянно меняется, наши представления о себе тоже будут or меняться. the mind that changes even more rapidly, Если мы отождествляем себя с умом, то перемены будут происходить еще быстрее. we are so vulnerable to the experiences of the body and mind. Мы слишком подвержены различным испытаниям, опытам, которые приходят к нашему телу и уму. Like that. Что-то вроде этого. Special effects are happening. Это особые специальные эффекты. We are the living force that's giving life to this body. Мы есть жизненная сила, которая одушевляет это тело. Seeing through the eyes, hearing through the ears, tasting through the tongue, thinking through the brain, and loving through the heart. Мы смотрим на мир через глаза, мы слушаем через уши, мы думаем посредством ума, ощущаем вкус посредством языка и чувствуем посредством сердца. That living force is in Sanskrit the Atma, or English translation is the spirit or the soul.
И эта жизненная сила, которая пользуется механизмом нашего тела, называется на санскрите атмой или душой. In the Bible it is said, "What profiteth a person if they gain the whole world but lose their eternal soul?" В Библии говорится, что ты обретешь, если ты приобретешь весь мир, но потеряешь свою вечную душу. The Bhagavad Gita goes into great scientific detail of the nature of the soul. И в Бхагавад-гите природа души описана очень научно и очень подробно. Najayate mriyate va kadache. It's never born and it never dies. Душа никогда не рождалась и никогда не умирает. It is Satchit Ananda. Its nature is full of joy. Она по природе своей исполнена радости, сат-чит-ананда. That joy is to experience the infinite love of God or the divine. И эта радость приходит к душе благодаря тому, что она испытывает или ощущает на себе вечную любовь Бога. And the greatest happiness, the only true happiness for the soul, is to be an instrument of God's love in whatever we may do in this world. И подлинное счастье души заключается в том, чтобы стать инструментом любви Бога, And that что бы love, мы ни делали. that the joy of that love is forever beyond this world as well. И опыт счастья этой любви простирается далеко за пределы этого мира и этой одной жизни. There is a saying that you can tell how rich you are by counting how many things you have that money cannot buy. Есть хорошая поговорка, которая гласит, что ваше богатство можно определить по тому, сколькими вещами вы обладаете, вещами, которые невозможно купить за деньги. I recently spoke this simple saying to the CEO of a corporation in America. Не так давно я обращался к CEO, директорам большой корпорации в Америке и рассказал им эту истину о том, что человек богат ровно настолько, сколько у него есть вещей, которые невозможно купить за деньги. The person is a billionaire. Человек, с которым я разговаривал, был миллиардером. I was wondering if he may be insulted by this saying. И я подумал, не оскорблю ли я его этим утверждением. But he became really excited. Но он очень возбудился. He said, "That is радостно. so true." Он сказал, это правда. And then he went on a list for about 5 minutes of all the most important things in life that money cannot buy. И примерно 5 минут он перечислял вещи, важные вещи в жизни, которые невозможно купить за деньги. He said, money cannot buy love. Money cannot buy a united family. Money cannot buy peace. Он сказал, за деньги невозможно купить любовь, за деньги невозможно купить мир в душе, за деньги невозможно купить тесные связи в семье. Cannot buy friends, cannot buy happiness. Невозможно купить счастье за деньги, невозможно купить друзей. He said, all the really important things that bring us happiness, money cannot buy. Все важные вещи, которые по-настоящему могут делать нас счастливыми, невозможно купить за деньги. I said, you came to meet me on a private jet, and I hitchhiked to see you. Я сказал ему, что вы приехали, чтобы повидаться со мной на своем личном самолете, а я голосовал, чтобы доехать до I встречи. said, с you вами. are a billionaire, and I have not had a bank account or signed a check since 1969. Я сказал, вы миллиардер, а я не подписывал никаких банковских чеков, начиная с 1969 года. So if you really believe all these things, then why do you work so hard for money? Если вы действительно верите в это, то почему вы трудитесь так тяжело, чтобы заработать деньги? Is that a good question? Хороший вопрос, как по-вашему? He smiled, Он улыбнулся. and he gave me a really honest answer. И он дал мне очень честный ответ. He said, money cannot buy the most important things that give us happiness. Он сказал, за деньги невозможно купить самые важные вещи, которые могут сделать нас счастливыми. But it is nice to have the things that it can buy.
Он сказал, ну, хорошо иметь вещи, которые можно купить за деньги. So I thought that was a balanced approach. Он дал довольно уравновешенный ответ. In India, there is this story of a musk deer. О, A deer. а, And that deer has a gland within its own body that excretes a fragrance that is called musk. В Индии часто приводят пример мускусного оленя. У мускусного оленя есть железа, которая источает аромат мускуса. It is so fragrant. И это вещество, мускус, очень ароматное. And the deer smells it И олень чувствует запах этого and wants мускуса to find where that smell is coming from и хочет отыскать источник этого запаха. and spends his whole life searching for that source of И всю smell. свою жизнь он ищет источник этого аромата. He's traveling through forests and through jungles and looking in thorny bushes and crossing rivers. Он блуждает по лесам и по джунглям, он проходит через колючие кустарники и пересекает реки, And ultimately it dies, и в конце концов умирает. never understanding that the smell he's looking everywhere for is within himself. Так и не поняв, что запах, который он ищет, на самом деле источает железа его собственная. The Bhagavad Gita tells that true intelligence is learning to find illumination and happiness within ourselves. В Бхагавад-гите говорится, что подлинный разум заключается в том, чтобы найти источник счастья и просветления внутри Then in себя. all of our roles in life, we're sharing that joy. И на самом деле, какую бы роль мы ни играли в жизни, мы просто делимся этим с другими. The joy of the soul is selfless love. На самом деле радость душе может принести только бескорыстная любовь. In the Bible, it is said the first and great commandment is to love God with all your heart, mind, and soul. В Библии первая заповедь гласит: возлюби Бога своего всем сердцем своим и всей душой. And to love your neighbor as yourself. И полюби своего близкого, как самого себя. In the Vedas, in the Bhagavad Purana, it is said, when you place water on the root of a tree, it naturally extends to every part of the tree. В Бхагавад-пуране говорится примерно то же самое. Если мы поливаем водой корень дерева, то вода эта распространяется по всем веточкам этого дерева. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. The absolute truth, Janmadya Shayataha, is the origin of everything. Абсолютная истина в соответствии с Бхагавад-пураной Джанмадья Сяятаа есть источник всего сущего. The father and mother of all beings. Абсолютная истина является отцом и матерью The source of all material and spiritual worlds. источником всех духовных и материальных миров. The root of all the tree of existence. Корень дерева бытия. I'm going to talk about babies in just a minute. Я скоро поговорю о младенцах. When we put water on the root of the tree, it naturally extends to every part of the tree. Когда мы поливаем водой корень дерева, то вода эта распространяется по всем частям дерева. When we experience love for God, Когда мы испытываем сами любовь к Богу, who we call Krishna, the all-attractive, all-beautiful, all-sweet and all-loving Supreme Person, которого мы называем Кришной, что значит всепривлекающий, вселюбящий и прекрасная верховная личность. Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana. Then we can actually perceive every living being as a part of our beloved. В этом случае мы можем воспринимать все живые существа как частицы того, кого мы любим. This is a very important teaching of the Gita.
Это очень существенная часть учения Бхагавад-гиты. Vidyavanaya sampane brahmani gabhyastini sunichaiva swapakecha pandita samadarshana. That true wisdom is the ability to see every living being with equal vision. В Бхагавад-гите говорится, что подлинная мудрость заключается в том, чтобы одинаково смотреть на каждое живое существо. When we see that the real person is the Atma, the soul, living within a particular vehicle, like a car of a different type of body, Если мы увидим, что подлинная личность — это атма или душа, которая занимает сейчас определенное тело, подобное машине, и находится в этом теле как машине. when we know our own soul, we can recognize and love the soul in everyone. Когда мы видим свою собственную душу, мы можем распознать душу в каждом живом существе. And then we understand the body and the mind are just a medium in which to give love and receive love. И тогда мы понимаем, что тело и ум — это всего лишь инструменты для того, чтобы получать любовь и давать любовь. That is a universal spiritual truth. И это универсальная духовная истина. When we forget that, Когда мы забываем эту истину, then we start seeing so many various divisions between ourselves. мы начинаем разделять людей и видеть различия между людьми. Just like this wonderful garland, Как, например, эта замечательная гирлянда. the flowers are different colors and different shapes and different fragrances. Цветы имеют различную форму, различные цвета, различные запахи. But because they're all united on a single thread, the diversity makes the garland very beautiful. Но так как они соединены единой нитью, то это различие делают гирлянду прекрасной. So similarly, the diversity in this world is beautiful if we understand that there's a single thread. Точно так же различия между людьми в этом мире станут прекрасными, если мы понимаем, что все люди соединены единой нитью, That we're all connected to the same source. что мы все так или иначе связаны с одним источником. And the environment as well. И все бытие также. The sky and the rivers and the oceans and the land, Mother Earth, they are all gifts entrusted to us to use with respect. Небо, реки, леса, земля — все это дано нам для того, чтобы мы оказывали уважение этому. When we learn unmotivated, uninterrupted love is our true nature, Когда мы понимаем, что непрерывная, абсолютно бескорыстная любовь является истинной природой души, then we are free. Мы- Free from the strong tendency to be envious and arrogant and lustful and angry and exploitative. мы освобождаемся от очень сильных тенденций, очень сильных свойств нашей души, гнева, вожделения, зависти и желания эксплуатировать других. All of these qualities that we just stated are symptoms of the disease that we have forgotten who we really are. Все эти качества, которые мы перечислили, это симптомы болезни, забвения нашей истинной природы. I'm going to tell a story that took place about 1,000 years ago. Я собираюсь рассказать историю, которая случилась где-то примерно 1000 лет назад. It was in South India, on an island called Sri Rangam, surrounded by the Kaveri River. В Южной Индии есть знаменитый храм, который называется Шри-Рангам. Он находится на острове, окруженном рекой Кавери. In those days, the national sport of India В то время главным развлечением всех индусов was debate. были философские дебаты.
And a person who was an expert champion defeating others in debate was like the superstar celebrity. И человек, который мог побеждать других в философских дебатах, был также прославлен, как сейчас знаменитые звезды эстрады. So the world champion debate expert was coming into Sri Rangam. И в Шри-Рангам, в той истории, которую я хочу рассказать, двигался, въезжал чемпион мира по философским дебатам. He was so learned. Он знал бесконечно много. He had memorized with photographic memory so many scriptures and so many philosophies and so many histories. Он запомнил наизусть огромное количество философских положений, он знал историю, у него была фотографическая память, он помнил наизусть практически все. He went place to place. Он путешествовал до этого из города в город. And he would proclaim, there is not any question that I cannot answer. И он объявлял при этом, что я могу ответить на любой ваш вопрос. And when he would come to town, you know what all the scholars would do? И когда он въезжал в какой-то город, знаете, что случалось с другими знатоками священных писаний и философами? They would hide. Они все прятались. They would run as far as they could go and hide because they knew he would completely humiliate them. Они разбегались как можно дальше, потому что они знали, что если они предстанут перед ним, они будут унижены публично. There was only one thing about him that was bigger than his capacity to know things. Единственная вещь, которая превосходила его способность знать вещи, And that was his arrogance. было его высокомерие. He didn't show any respect to anyone. Он никогда не проявлял никакого уважения ни по отношению к He кому. considered himself superior to everyone. Он считал себя выше всех остальных. And he had a procession of marching bands and people singing his glories, and he was sitting on a beautifully decorated palanquin, being carried by strong men. Перед ним шел целый оркестр, который прославлял его, а сам он восседал на разряженном паланкине. As the bands were playing and the Brahmins were chanting mantras and hymns in his praise, and he was sitting on his palanquin, there was people proclaiming, "We challenge any question he will answer." Его сопровождала огромная свита, впереди шли люди, которые играли на музыкальных инструментах, браманы повторяли ведические мантры, а вперед он посылал гонцов, которые говорили: «Я бросаю вам вызов, я могу ответить на любой вопрос в мире». A little 5-year-old boy ran up to him. В этот момент к нему подбежал маленький 5-летний мальчик. His name is Parasara. Этого мальчика звали Парашара. He's just a small little boy, and with a very high voice, he said, "I have a question for you." Это был совсем маленький мальчик, и очень высоким, тонким голосом он закричал: «У меня есть вопрос для тебя». The scholar looked down from his palanquin at this little boy. Великий знаток Писаний посмотрел сверху со своего паланкина на маленького мальчика, And he shouted, и он закричал на него: said, "Who are you to ask me a question? «Кто ты такой, чтобы задавать вопрос мне? You still have your mother's milk on your lips. У тебя еще не обсохло материнское молоко на губах. Go home." Отправляйся домой». The little boy said, "If you're so knowledgeable, then why do you think I'm my little body?" Маленький мальчик сказал: «Если ты так много знаешь, то почему ты отождествляешь меня с моим маленьким телом? I have a question for you. У меня есть вопрос к тебе». The man said, "Debate is for the great scholars who are learned in scripture and philosophy. You are a child. Get away from here." Пандит ответил ему, что дебаты предназначены для великих знатоков священных писаний, великих философов. Уходи отсюда.
The boy said, I thought you can answer any question. I have a question for you. А мальчик сказал, ну ты же сказал, что ты можешь ответить на любой вопрос. Ответь на мой вопрос. In a very condescending way, he said, what is your question? И голосом полным презрения он спросил, ну какой твой вопрос? The little boy reached down, Маленький мальчик наклонился к земле. and with his hand he picked up a whole palmful of sand from the ground. И своей маленькой ладошкой он собрал пригоршню песка, He held it up. поднял свою руку He said, Sir, и сказал, господин, please, my question is how many grains of sand is in my hand? мой вопрос к тебе, сколько песчинок у меня в руке? He didn't know. Он не мог ответить. It was the first question in his life he couldn't answer. Это первый вопрос, который поставил его в тупик. He за was всю жизнь. completely speechless, Он полностью потерял дар речи. and everyone around was watching, И все вокруг смотрели на него. and he couldn't say a word. Он не мог ответить ни слова. He climbed down his palanquin, Он слез со своего паланкина. and he didn't know what to say. Не знал, что сказать. And the little boy, he spoke. И тогда заговорил маленький мальчик. He said, Dear sir, Он сказал, дорогой господин, he said, knowledge is supposed to make a person humble. настоящее знание должно сделать человека смиренным и скромным. A person who really has knowledge is like a tree with many ripe fruits. Человек, который по-настоящему обладает знанием, подобен дереву, чьи ветви склоняются до земли от тяжести плодов. Such a tree naturally bows down by the weight of the fruits to everyone. Такое дерево естественным образом склоняется под тяжестью своих плодов. But a tree with no fruits stands up very straight. И только бесплодное дерево высоко поднимает свои ветви. So what is the use of all your philosophy and all of your scripture if you don't have good character, if you cannot see the good in others? Какой смысл во всей твоей философии, во всем твоем знании священных писаний, если ты не можешь разглядеть хорошие качества в других людях? And then he held the sand up closer to the scholar's face. И он поднес ладонь с песком ближе к лицу этого знатока писаний. And the little child said, И маленький мальчик сказал, as far as I'm concerned, all your knowledge is as worthless as this handful of sand, and threw it on the ground. если хочешь знать мое мнение, все твое знание не лучше, чем эта пригоршня песка. И он выбросил эту пригоршню песка на землю. Do you know what the man did? Знаете, что сказал на это человек, что ответил, что сделал человек в He's ответ? like in his 60s, a very senior person. He bowed down at the feet of the 5-year-old boy and said, you are my guru. Но человеку было уже за 60. В этот момент он припал к стопам маленького мальчика и сказал, ты мой гуру. Later on, little Parasara grew up, Позже этот мальчик вырос, and he had tens and thousands of followers. и у него было десятки тысяч последователей. But how did he lead? Но как он стал таким? Gopi Bharatura Padakamaliyora Dasa Dasa Dasanu Das, because he actually understood his eternal soul and he saw every living being as a part of God. He lived as a loving servant in a spirit of compassion toward all beings. Но как он жил? Так как он понял настоящую природу души, он жил, испытывая постоянно настоящее сострадание и смирение ко всем живым существам. He could see the inherent good in everyone and give people faith that it was there, and then inspire them to follow a spiritual practice by which they could uncover that goodness within themselves. Он видел скрытую добродетель в каждом живом существе, и своими речами он воодушевлял всех людей проявлять эту высшую духовную природу, раскрывая для них истинную сущность жизни. Satsang means to be in the company of people who actually see the inherent divinity that we are. Сатсанг означает находиться в обществе людей, которые могут распознать нашу божественную природу внутри нас. I'd like to tell a story.
Я хочу рассказать другую историю. One lady who was a dear friend of mine. Одна женщина, с которой я давно дружу. She was a mother and really an activist who always liked to stand up for people who were in need. Она была матерью, но при этом она была очень социально активной женщиной. Она очень часто заступалась за людей, нуждавшихся. She was in her last days dying of cancer. В конце концов настал тот период, когда она лежала на своем смертном одре, умирая от рака. This dynamic, powerful lady was now paralyzed and she needed her husband's help to go to the bathroom and just be spoon-fed. Это очень активная, очень сильная, могущественная женщина, была парализована, и даже для того, чтобы сходить в туалет, она нуждалась в помощи своего мужа. She told us Она сказала мне, that I'm not even a fraction of what I used to be physically. с физической точки зрения у меня нет даже крошечной частицы той энергии, которая была у меня до этого. But my life has limitless value. Но моя жизнь имела очень огромное значение и ценность. She said, and the value is that God, who she called Krishna loves me. И ценность моей жизни заключается в том, что Кришна, Бог, любит меня. And feeling that love has unlimited value. И ощущение этой любви дает мне бесконечное счастье, это бесконечное богатство. And it brings unlimited joy. И оно вселяет бесконечное счастье в сердце. And nothing can take that away, not even death. И ничто не может отобрать у меня это счастье, даже смерть. And then she smiled again Она улыбнулась and said, but I cannot think myself better than anyone else because God loves everyone. Но при этом сказала она, я не считаю себя лучше других, потому что Бог любит всех. To share that love is joy. И делиться этой любовью есть счастье. But we're so easily distracted. Но нас так легко отвлечь от этого. This little boy Parasara, when he became a saint, Этот маленький мальчик Парашара, когда он стал святым, he explained a really simple little analogy. привел очень интересную и очень простую аналогию. When I heard this analogy by reading in history books, it really transformed me. Когда я услышал этот пример из книг, почерпнутый мною, очень сильно повлиял на меня. May I share it with you? Поделиться им с вами? It's the story of a crane. Это история цапли. Crane is a bird. Цапля — это птица, It's a white bird, белая and it птица, has long, skinny legs с длинными тонкими and ногами long, sharp beak. и с очень длинным клювом. What is the Russian for crane? Цапля. Like that. The nature of a crane is it stands on one leg in a stream of water. Цапли обычно стоят на одной ноге в потоке воды, And its eyes are just gazing down into the stream. и глаза цапли устремлены вглубь, в поток воды. And it's just watching as so many little fish are swimming by. И своими глазами он наблюдает за рыбками, которые плывут в потоке. The crane is patient. Цапля очень терпелива. Just watches all the little fish swim by. Она смотрит на этих маленьких рыбок, которые проплывают мимо, мальков. Dozens of little fish. Десятки маленьких рыбок, Hundreds of little fish. сотни мальков, Thousands of little fish. Just lets them pass by. тысячи мальков, которые проплывают мимо. And as soon as there's a big fish, Но как только мимо проплывает большая рыба, he eats it. она съедает его. Now, I'm not promoting eating fish, Я не пропагандирую поедание рыбы,
but this is an analogy. The crane feasts on the big fish. Аналогия заключается в том, что цапля любит большую рыбу. So people who are on the path of enlightenment are like the crane in this way. И люди, которые становятся на путь просветления, по-настоящему просвещенные люди, в этом смысле подобны цапле. Life is so full of little things. В нашей жизни очень много мелочей. What people say, what people do, and gossip, and this temptation and this fear. Сплетни, соблазны, люди говорят что-то о нас, люди делают какие-то глупости. If real happiness comes when we actually focus our attention on the big, most important subjects of life. Настоящее счастье приходит, когда мы сосредотачиваем свое внимание на самых важных вещах, без которых мы не можем выжить. If we're not seeing the big picture of life in relationship to who we are and what we really want, если мы не видим широкую, большую картину жизни в отношениях того, кто мы есть и что нужно по-настоящему нашей душе, then little things seem so big. то все эти мелочи в нашей жизни приобретают непропорционально большие размеры в нашем сознании. Without that higher vision, little pebble looks like an enormous mountain. С таким видением мелочь, маленькая песчинка приобретает размеры горы в нашем сознании. But when we actually focus on what's really important in life, Но если мы сосредотачиваемся на самом важном, reconnecting with the real treasure of joy, of happiness, of love, the love of God that's within us. мы соединяемся с источником настоящего счастья, настоящей радости и любви к Богу, который находится внутри нас. And we're not disturbed by the limitless weapons of mass distractions of this world. И нас на самом деле не беспокоят бесконечные атаки оружия массового развлечения в этом мире. We deal with all the little fish, but we're not affected by it. Мы имеем дело, мы сортируем все эти мелочи в нашей жизни, но они не влияют на нас. Param dristvani vartate, because we have a higher experience and a higher purpose. Парам дриштвани вартате, в Бхагавад-гите говорится, что таким образом ведет себя человек, у которого есть высшая цель и высший опыт. Just like a little child Как маленький ребенок. is in case my talk was putting you to sleep, that woke you up. В том случае, если вы заснули от моей лекции, It's just a little fish swimming by. это была маленькая рыбка, которая проплыла мимо. All these disturbances, why should they disturb us? They come and go. Это все различные беспокойства. Зачем обращать на них внимание? So a little boy is making castles out of the sand on the shore of the ocean. Маленький мальчик делает песчаные замки на берегу океана. Spends whole day making these nice castles. Он тратит целый день на то, чтобы построить замечательный замок. But as the evening comes, the tide rises. Но когда подходит вечер, приливная волна подходит ближе. And the waves come closer and closer to his castles. И волны накатывают все ближе и ближе к этому песчаному замку. Comes out, goes back in. И накатывают, и откатываются. And the child starts digging all kinds of drainage to try to stop the water from reaching its castles. Маленький ребенок пытается вырыть ров, чтобы защитить свой замок от накатывающихся волн.
And then he starts building walls out of sand to protect his castle. Он пытается сделать стены из песка, чтобы защитить свой замок. But eventually that fateful wave will come. Но рано или поздно наплывет волна судьбы, накатит. And the castle's gone. И разрушит этот замок. All that's left is sand. Единственное, что останется, And the песок. child is crying. И ребенок заплачет. Spent his whole day making that castle. Now there's nothing left of it. Я целый день провел, ничего не осталось от моего замка. And all the adults, И все взрослые, they're doing what they're doing. они делают то, что они делают. And they look at the child crying because he lost the castle. И он смотрит на маленького мальчика, который лишился своего песчаного замка. They feel sorry for him, but they laugh. It's just so childish being attached to the Они, castle. конечно, жалеют его, но на самом деле они смеются над ним. Какая-то детская забава. Зачем плакать из-за песчаного замка? But the problem is that the parents are doing the same exact thing. Беда заключается в том, что родители делают абсолютно то же самое. Within the shore of material existence, they're building all their castles and they're getting their degrees and they're getting their money and they're getting their positions and they're acquiring so many abilities. But in due course of time, by the tide, it is said, tide and time wait for no person. На берегу океана материального существования они строят свои замки и дворцы, они зарабатывают различные ученые степени, они зарабатывают деньги, но рано или поздно накатит волна времени, как говорится, что, от которой невозможно оградиться. The wave of time will come. Волна времени накроет все. That's called death. Это называется смертью. Everything's gone. Всему конец приходит. But when we understand the nature of the eternal soul, Но если мы поняли природу вечной души, then whatever we do in this world has eternal value. то все, что мы будем делать в этом мире, будет иметь вечную ценность. Because it's an expression of our true nature. Потому что все то, что мы будем делать, будет проявлением нашей подлинной вечной природы. Whether we are mothers or fathers or teachers or engineers or doctors or politicians or scientists, Будь мы матерями, отцами, врачами, политиками, или учеными, или инженерами, or whether we're swamis, или с вами. Dharma, it's not that one is better than the other. It's our intent that is important. На самом деле важно не то, что мы делаем, важно то, с каким намерениями мы это The делаем. character of our integrity and the intent of compassion is true Dharma. Подлинная дharma — это чистота наших помыслов и намерений. Just like the human body. Как если мы возьмем наше тело. There are so many different parts of the body. А тело состоит из многих частей и органов. They have different colors, Они все разного цвета, different shapes. разной формы. They have very different functions. Они исполняют разные роли и функции. Just like the heart cannot do what the brain can do. Сердце не может исполнять функции мозга. The lungs cannot do what the kidneys can do. Легкие не могут делать то, что могут почки. The kidneys cannot do what the knees do. Почки не способны делать то, что делают колени. The eyes cannot do what the feet do. Глаза не могут делать то же самое, что наши стопы. And no part of the body could do what the stomach does. И ни одна часть тела не может делать то, что делает наш любимый живот. But none of the parts of the body are condescending or arrogant to any other part. Но ни одна из частей нашего тела не гордится собой, не смотрит свысока на другие части. It's not that the stomach says to the pancreas,
and the kidneys, I'm bigger than you, and you will starve if I don't give you food. Не то, что желудок говорит поджелудочной железе или почкам: я больше вас, и я уморю вас голодом. If the stomach doesn't nourish every part of the body, the stomach suffers too. Если наш желудок не будет снабжать пищей все части нашего тела, то он сам, в конце концов, тоже будет страдать. A healthy body is when every part appreciates and recognizes and empowers every other part to serve each other. Здоровое тело — это тело, в котором каждая часть этого тела ценит то, что делают другие части, признает это и сотрудничает с этим. This type of harmony is the actual expression of spirituality. Такого рода гармония и есть истинное проявление духовности человека. When we understand that we are all depending on the same grace of God. Когда мы понимаем, что мы все зависим от той же самой милости Бога. Krishna tells in Gita, I'm the light and the energy of the sun. Кришна говорит в Бхагавад-гите: я есть свет, энергия солнца. The rain from the clouds. Я есть дождь из туч дождевых. The food from the ground. He's supplying everything. Я есть пища, которая рождает земля. Он дает нам все. Our abilities, our intelligence are all coming from grace. Наши способности, наш разум — все это проявление милости Бога. When we connect to that higher power, we're humbled by it and grateful to it. Когда мы чувствуем связь с этой великой силой, мы одновременно чувствуем смирение и благодарность к And ней. our greatest joy is to serve. И наше истинное счастье заключается в возможности служить. But when we're disconnected, we become so arrogant and we become depressed, we become envious, we become so disturbed by things. Но когда мы разлучены с этой силой, мы чувствуем высокомерие, мы чувствуем зависть, мы впадаем в депрессию, и в конце концов мы чувствуем полную потерянность. Because our whole life is just around all those little fish swimming by all the time. Потому что вся наша жизнь сосредоточена на мальках, которые проплывают мимо нас. I'm going to tell you one more story. Я собираюсь рассказать вам еще одну историю. How many of you read this book that I wrote, The Journey Home? Сколько из вас читали книгу, которую я написал Please «Путешествие raise your домой»? hands. Пожалуйста, поднимите руки. Well, in 1989, В 1981 году my mother and father, for the first time, came to visit me in India. мой отец и мать первый раз приехали навестить меня в Индии. And they had such a wonderful experience. И у них был удивительный опыт, они Just- очень были счастливы. It was incredible. What a transformation. Just being with people who they could really identify with and people who they really respected and honored, who just loved Krishna. На них очень сильно повлияло общение с людьми, с которыми они могли себя отождествить, и которые при этом любили Кришну. Они очень сильно были. They were crying in happiness and embracing me. Они плакали от счастья, обнимали меня. But then they wanted to see something besides, people's homes and temples and Потом они ashrams. отправились, чтобы посмотреть что-то. Им захотелось посмотреть достопримечательности в Бомбее, помимо домов, So в I которых took они them to жили. a historic site. И я взял их в историческое место. If you go from the gateway of India, which is near the Taj Mahal Hotel, and take a ferry boat, it's about 45 minutes to Elephanta Island. Если вы отправитесь от ворот, от Индийской арки, где-то 45 минут на катере вы доплывете до
острова Элефанта. It's a very favorite tourist place, Это очень излюбленное место, которое посещают все туристы. but not many tourists go there А. in those days. Но в то время не так много туристов посещало это место. So we had to walk Elephant down a pathway through the forest to get to these historic caves where there's very artistic ancient carvings. И нам нужно было пройти через лес, через джунгли, чтобы добраться до пещер, внутри которых есть древние скульптуры. And everything was so nice so far in their trip. И до сих пор их путешествие было очень благополучным. Suddenly my mother said, "Mosquitoes are biting me." Неожиданно моя мать сказала мне, комары что-то кусают. And my father asked, "Do they have malaria?" Мой отец с подозрением спросил, это малярийные комары? And I said, "They might." Я сказал, вполне возможно. And they're from Chicago, so they're not accustomed to it like that. Они сами из Чикаго, поэтому они не привыкли к малярийным комарам. So somehow or other, within a few seconds, the mosquitoes went away. А через несколько секунд москиты почему-то улетели, комары. So we were walking through the jungle. Мы продолжали идти через джунгли. Suddenly, И вдруг a gigantic male monkey jumped in front of my mother. гигантская обезьяна, самец, появилась перед моей матерью. He had thick brown fur. С очень густым коричневым мехом. He had a shiny pink face И с очень розовым лицом. and very angry green eyes. И с разгневанными злыми зелеными глазами. He stared right into my mother's eye. Она уставилась прямо в глаза моей матери. He was blocking her path. She couldn't move. Она заградила ей дорогу, и мать не могла сделать ни шага. Then he showed his teeth. И она обнажила свои клыки. His lips went way up into his face. И ее губы задрались, и клыки обнажились. And his teeth were really sharp and shining in the sunlight. И при свете солнца эти клыки сияли, были очень острыми. He looked so mean and angry. Эта обезьяна выглядела очень страшной. Then he screeched. И он издал крик. And my mother was paralyzed with fear. Мать застыла в шоке, она была парализована. And then he took a little jump toward her. И он сделал один прыжок по направлению к ней. And she went, Она охнула. Then that monkey showed his teeth even more and И в screamed этот момент обезьяна оскалилась еще больше, еще громче закричала. and took another jump toward my mother and grabbed her purse. И сделала еще один прыжок по направлению к матери и вырвала у нее из рук маленькую сумочку. He pulled the purse, Он вытащил эту сумочку. and my mother pulled the purse. Моя мать пыталась держаться за сумочку, тянула на свою And he сторону. pulled and she pulled. Он тянул, а она тянула. And my father said, everything valuable that we both have is in that purse. И мой отец сказал, все ценности находятся в этой маленькой сумочке, все наши ценности. Both of our passports, Оба наших паспорта, our visas, наши визы, our credit cards, наши кредитные карточки, all of our cash, все наши наличные деньги, our airline tickets. наши билеты обратно. Everything we have of value is in that purse. Все ценное находится в этой сумочке. He shouldn't have said that because I think the monkey understood. Ему не следовало это говорить, потому что, я думаю, обезьяна все поняла. Because suddenly I was thinking, what am I going to do? And I went to get a stick to try to chase the monkey away. Неожиданно я думал, что же делать. Я побежал за палкой, чтобы прогнать обезьяну. But this monkey was huge. Это была огромная обезьяна, He had big muscles and everything. очень мускулистая. And very sharp
claws and teeth. с очень острыми когтями и зубами. So just when I went to pick up a stick, И когда я помчался за палкой, he screamed really loud and jumped right into my mother's face. обезьяна закричала еще громче и впрыгнула в лицо, к лицу матери. And he kicked her in the chest with his rear legs. И ударила своими задними ногами по груди, в грудь мать. She staggered backward. Мать опрокинулась. She's from the suburbs of Chicago. Она из пригорода Чикаго. It was serious culture shock. Для нее был серьезный культурный шок. And he grabbed the purse and ran away. Он вырвал сумочку и убежал. And then he ran about a block away and climbed up a high peepal tree. Он отбежал на достаточно значительное расстояние и залез на высокое дерево. And he went to a big branch on the tree and opened the purse. Он уселся на ветке дерева, неторопливо открыл сумочку. And started eating whatever was in it. И стал жевать все то, что там находится. Should I continue the story? Продолжать? So there's a lesson at the end. Есть очень важный урок в этой истории. I was really embarrassed. Я чувствовал себя очень смущенным. My father said, everything of value we have is in that purse. Мой отец повторил, все наши ценности находятся в этой сумочке. And my mother was trembling. А моя мать дрожала от She страха. looked at me in the eyes Она посмотрела мне прямо в глаза. with very strict motherly love. Очень сурово, с любовью. And she said, И она сказала, you brought us here. What are you going to do about this? из-за тебя мы находимся здесь. Что ты собираешься делать в этой ситуации? What I did, Что я сделал? I closed my eyes Я закрыл глаза, and said a prayer, произнес молитву, just a little prayer. маленькую молитву. Krishna, please help. Кришна, помоги. They had such a nice experience up until now. До сих пор у них все было так хорошо. Because you see, in 1989, the bureaucracy of India, they were old people in their almost 70 years old. They would have had to stand in lines for about 2 weeks trying to get new passports and new visas and new credit cards and new airline tickets. It would have spoiled everything. Я знаю бюрократическую систему в Индии. Им пришлось бы потратить как минимум 2 недели, чтобы восстановить свои паспорта, кредитные карты, билеты и все остальное. Это бы просто испортило все их путешествие. Им в то время было уже за 70. Then I opened my eyes Я открыл глаза, and I saw something. и я увидел что-то. A little ways down the path, Недалеко, по тропинке, this middle-aged man, был пожилой человек, индус, he was стоял. pushing a cart И он толкал впереди себя тележку, that was piled up with fruit. на которой лежали фрукты. So I ran over to the person Я подбежал к этому торговцу фруктами, and I asked him for one banana. и я попросил у него 1 банан. He wanted 10 rupees. Он попросил у меня 10 рупий за 1 банан. Now in those days, 3 bananas, you could get 10 rupees, 10 bananas for 1 rupee. В то время можно было купить 10 бананов за 1 рупию. He was really cheating me, Он меня точно обманывал. but I didn't have any rupees. А у меня не было ни 1 рупии. And my mother and father didn't have any rupees. И у моего отца и матери тоже не было рупий. The monkey had all the rupees, Все рупии были у обезьяны. and he was eating the rupees on the top of the tree. И он ел эти рупии на вершине дерева. So I was desperate.
Я был в отчаянии. I begged him, please, bakshish, bakshish, I'm sadhu, I'm Swami, Я give me сказал, donation. милостыню, милостыню, бакшиш, я саду с вами. And he was very angry, said, 10 rupee, Он one очень banana. сердито сказал, 10 рупий за один банан. Now, we all know that sometimes poverty can bring the worst out in a person. Мы все знаем, что иногда человек, испытывающий нищету, начинает проявлять дурные качества. I will make a confession to you. Я должен признаться вам. I grabbed a banana and ran away. Я выхватил банан и убежал от него. He was so insulted by my behavior. Он был так оскорблен моим He поведением. screamed at me Он орал на меня. and picked up a stick and chased after me to beat me. Он подобрал палку и погнался за мной, чтобы избить меня. And I was running and he was running. Я бежал, он бежал за мной. And my mother and father were watching. Мой отец и мать смотрели на все это. They didn't know what to do. And Они he не was знали, что screaming at делать. me. He was cursing me. Он орал, он проклинал меня. And he was a faster runner than me. И он бежал быстрее меня. But then something happened. Но затем что-то случилось. A different monkey jumped on his fruit cart and started eating all the fruit. Другая обезьяна прыгнула на его тележку и стала поедать все фрукты. So he had to choose which thief he was going to punish. Ему пришлось выбирать между двумя ворами. So he ran back to chase that other monkey away. Он побежал обратно, чтобы отогнать эту обезьяну. And I went to the tree. Тем временем я подбежал к баньяновому дереву, на котором And сидела there первая I обезьяна. saw our monkey. Там я увидел нашу обезьяну. I couldn't believe what he was doing. Я не поверил своим глазам. He was enthusiastically chewing on my mother's American Express credit card. С огромным восторгом и энтузиазмом он жевал кредитную карточку моей матери, American Express. I showed him the banana, Я показал ему банан. and he looked really interested. И он посмотрел с интересом. And with a little prayer, I threw the banana, because it was high up. I threw it as high as I could throw it. И сопроводив это небольшой молитвой, я подбросил банан вверх. But I'm so out of practice from throwing things Но я давно уже не бросал, не метал никаких вещей. that it wasn't close to him. Банан пролетел мимо. But that was good, Но это было хорошо, because the monkey had to jump to catch the banana. потому что обезьяне пришлось прыгнуть, чтобы ухватить банан. And he dropped the purse, И он выронил сумочку. and it came falling to the ground. И сумочка упала на землю. And everything fell on the ground, and I put everything back in the purse. Все вывалилось, я все сложил обратно в сумочку. And I presented it to my beloved mother. И я вручил это своей любимой матери. She was so proud of me. Она почувствовала такую гордость за меня. In my whole life, I have never seen my parents so proud of me. За всю свою жизнь я никогда не испытывал такой гордости своих родителей за своего сына. My father, he said, that was brilliant. Мой отец сказал, это было блестящее решение. You outsmarted a monkey. Ты оказался хитрее, чем обезьяна. He said, where did you learn such intelligence? Откуда ты научился таким хитрым вещам? And he embraced me. Он обнял меня, And my mother embraced и me. моя мать обняла меня. She said, I'm so proud of you. Он You сказал, got... я горжусь тобой, сынок. And then I forgot about the fruit vendor. И я забыл о продавце фруктов. But mothers have an intuition of details that us men just, we don't Но женщины обычно connect like that. больше гораздо больше внимания обращают на детали, чем мужчины. My mother took out 20 rupees Моя мать достала 20 рупий and said, please give this to the fruit vendor. и сказала, пожалуйста, дай это торговцу So I фруктами. ran back to the fruit vendor and gave him 20 rupees.
Я прибежал к торговцу фруктами и выручил ему 20 рупий. He was so happy. Он стал таким счастливым. He gave me more bananas. Он дал мне еще бананов. And my mother and father were so happy. They were so proud. Моя мать и отец были очень счастливы и очень горды мной. And I was so happy И я был счастлив, because they were happy. потому что они были счастливы. And I looked up at the monkey, И я посмотрел на обезьяну. and he was eating the banana. Она ела обезьяну, а она банан. And he really looked happy. И она была тоже очень счастлива. So according to modern management terminology, this would be classified as a win-win situation. В соответствии с жаргоном современного менеджмента, это была бы ситуация, которую они называют win-win, победил-победил. Now, I have to give you a lesson to justify telling you this story. Я должен как-то оправдать время, которое я затратил на эту But it's a историю, и very- объяснить вам мораль ее. It's the lesson that we've been speaking about. На самом деле, это мораль этой истории, урок, о котором мы говорили. The mind is often compared to a monkey. В Индии очень часто сравнивают ум с It обезьяной. likes to jump from one thing to another thing to another thing, one thought to another thought, and those thoughts make us taste something and eat something and see something and do so many things. Ум любит перепрыгивать с мысли на мысли, ощущать вкус чего-то, делать чего-то, в общем, постоянно прыгает. And the nature of the mind, it jumps like a monkey one place to another. It's never really satisfied. И природа ума такова, что он прыгает с места на место, но никогда не чувствует удовлетворения. And could get us in so much trouble. И может завести нас в переделку, привести нас в трудное положение. Has anyone ever had that experience with their У кого-то mind? был такой опыт. In the Bhagavad Gita, Krishna tells В Бхагавад-гите Кришна говорит, that for one who controls the mind is the best friend. что человек, который обуздал свой ум, ум становится его лучшим другом. For one who cannot control the mind is the greatest enemy. Но для человека, который не может овладеть своим умом, ум становится худшим врагом. So that monkey was really causing others distress. Эта обезьяна причиняла другим очень большие неприятности. But when I gave the monkey a banana, Но когда я дал обезьяне банан, he was happy and stopped causing trouble. он стал счастливым и перестал причинять другим неприятности. Vishayavani vartante niraharasya dehina rasa varajam rasopyasya param dristva nivartate. When our mind experiences the higher taste Когда наш ум испытывает высший вкус of the actual treasure of love that's within our own hearts, или настоящее сокровище любви, которое находится внутри нас, в нашем сердце, then the mind, the intelligence, it has such a wonderful, wonderful function of utilizing their great abilities as well as our body and our senses to express our compassion and our love through our actions and through whatever we may have. то наш ум обретает способность проявлять сострадание через наши поступки и становится проводником подлинной любви, которая находится внутри, в душе. To reconnect with that treasure, with that wealth, with that potential that is in every single one of us is the big fish. It's the real purpose of life. Чтобы снова воссоединиться с этим подлинным богатством, с этим подлинным сокровищем, которое находится внутри нас, в нашем сердце. Это и есть та самая большая рыба, которую мы должны поймать, истинная цель и смысл нашей жизни. And whether we're living in a monastery or an ashram or whether we're living at home with a family and having an occupation,
They are all wonderful ways of realizing that if we just have a spiritual foundation in our life. И неважно, живем мы в монастыре или в ашраме, или живем мы дома и ходим на работу каждый день, на самом деле истинное счастье, истинная цель жизни в том, чтобы воссоединиться с этим сокровищем внутри. There are many beautiful palaces that are now museums in St. Petersburg. В Санкт-Петербурге множество великолепных дворцов, которые превращены в музеи. And when we go in, we marvel at the art and the architecture and the craftsmanship and the furnishings. Когда мы смотрим на них, мы восхищаемся архитектурой, мы восхищаемся скульптурами, которые украшают их. But how many people think this place has a really good foundation? Но очень мало людей обращают внимание на фундамент. You don't see the foundation, but it holds up everything. Мы, как правило, не видим фундамент, хотя фундамент держит все. The Bible tells the same story. В Библии рассказывается тот же самый пример. If you build your house on shifting sand, when a storm comes, it all crumbles, however beautiful it may be. Если вы построите свой дом на зыбучих песках, когда налетит ураган, то дом разрушится, неважно, каким бы крепким вы его не If you выстроили. build your house on a foundation of solid rock, no storm can disturb it. Но если вы построите свой дом на камне, то тогда и это будет фундаментом вашего дома, никакой ураган не сможет уничтожить его. When we are experiencing God's love, Krishna's love within our hearts, Когда мы испытываем настоящую любовь Бога, любовь Кришны в своем сердце, and when our life is dedicated to live in harmony with that love in whatever we may do, и когда наша жизнь посвящена тому, чтобы жить в гармонии с этой любовью, проявляя эту любовь ко всему, что мы видим в своей жизни, that's like the ultimate banana. это на самом деле самая высшая форма банана. It gives us such satisfaction, Дает нам такое удовлетворение, and nothing can take that away. и ничто не сможет отобрать у нас этот Nothing банан. anyone can do or anything could do. Ничто не может уничтожить это. Our life is built on the foundation of inner fulfillment, love, and truth. Потому что жизнь наша построена на подлинном фундаменте истинного удовлетворения и правды, истины. And spiritual practice and keeping company with enlightening people actually helps us to realize that foundation within ourselves. Духовная практика и общение с людьми, которые сделали целью своей жизни духовную реализацию, помогут нам выстроить правильный фундамент своей In жизни. our tradition, our main practice is seva, or serving with compassion and connecting with that inner power through the chanting of God's names. В нашей традиции главной формой духовной практики является сева или попытка связаться с этой высшей силой, которая породила все через повторение имен Бога с состраданием ко всем живым Sri существам. Chaitanya Mahaprabhu, the great avatar, he taught us Nam Nama Kari Bahuta Nija Sarva Shakti. Шри Чайтанья Махапрабху, великий аватар, учил нас этому. Намнама кари бахуда ниджа сарва шакти. That the one supreme God, the Father, the Mother, and the source of everything and everyone, Один Верховный Господь, Отец и Мать всего сущего, is accessible through the divine name. доступен, сделал себя доступным через свои имена. And there are many names of God. И есть огромное множество имен Бога. And each one of these names has the power, the grace, and the sweetness of God's love. И в каждом из его имен находится скрыта любовь, милость и сладость Господа. And our spiritual practice, which we call bhakti yoga, religion, dharma, has many names. That spiritual practice
is to reconnect us. И наша духовная практика, которую мы называем бхакти-йогой или дармой, или духовным путем, заключается в том, чтобы снова почувствовать связь со своей душой. There's no reason to be envious or depressed or just distracted by the little fish of so many temptations. Нет никакой причины для того, чтобы завидовать другим, для того, чтобы погружаться в депрессию или растрачивать свое время на пустяки, на мальков, которые проплывают мимо нас. Every single one of us, our true natural inheritance is to find the greatest inner joy of God's love. Каждый из нас предназначен для того, чтобы осуществить свое высшее предназначение, соединиться с источником этой любви, которая находится в нашем To сердце. experience the limitless treasure house of joy that is the nature of our own soul, the living force. Для того, чтобы испытать бесконечное счастье от союза с этим сокровищем, находящимся внутри, в душе, в источнике силы. And with that understanding, to see the true equality of all beings. И в этот момент увидеть подлинное равенство всех живых существ. And to really feel the joy of the highest life, a life of productive, dynamic action in whatever we're doing. И одновременно с этим почувствовать счастье от исполненной пользы жизни, чтобы мы могли делать что-то хорошее для людей, что бы мы ни делали. But built on the foundation Когда наша жизнь построена на очень прочном фундаменте, of integrity, на фундаменте внутренней честности, peace, умиротворения, ecstatic joy, экстатического счастья and compassion. и сострадания к другим. Thank you very much. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас сейчас есть 30 минут на вопросы. В зале 3 свободных микрофона. Каждый из вас, желающий, может задать Радханатх Свами вопрос. Поэтому поднимайте руку, и наши помощники будут подходить. У нас есть посередине один человек. Даша, можешь сюда встать. Есть возможность задать 2 всего вопроса нашему гостю. Поэтому... Добрый вечер. Я благодарю вас за вашу мудрость и хотел бы спросить один вопрос. Есть ли у вас любимая книга и как она называется? I have so many favorite books, У меня много любимых книг. but if I have to say one, Но если мне нужно назвать одну из них, the Bhagavad Gita. я бы назвал Бхагавад-гиту. Скажите, пожалуйста, как из всех путей выбрать истинный путь и понять, что он твой? Спасибо. She's there.
Actually, I wrote a whole book about how I Я на самом деле написал process целую that книгу о том, question. как я это сделал. The journey home for all of us is finding our true self and the love of God that's within us. Путешествие домой для каждого из нас — это путешествие к тому, чтобы найти наше подлинное «Я» и любовь, которая находится внутри в нашем сердце. My beloved Guru Srila Prabhupada, Мой возлюбленный духовный учитель Шрила Прабхупада he quoted from the scripture Srimad Bhagavat. часто цитировал одно священное писание Шримад Бхагаватам. Savai pung sang paro dharmo yato bhaktir hokchaje ahoitaki apratihata yayatma suprasidati. That the supreme dharma, Высшая дharma или обязанность. dharma is sometimes translated as occupation Иногда слово «дharma» переводят как занятие живого существа, or religion иногда как религия, or spiritual path иногда как духовный путь, or duty. иногда как долг или обязанность. Dharma includes all of these. Понятие «дharma» включает в себя все это. The supreme dharma И высшая дharma is that which awakens from within us есть то, что пробуждает в нас our natural love. нашу дремлющую в нас естественную любовь. And that love is expressed through seva or service. И мы проявляем и выражаем эту любовь через служение, In order to через севу. satisfy the heart and the soul, Чтобы such почувствовать удовлетворение в сердце и в душе, this loving service to the supreme God, мы должны пробудить в себе склонность служить Верховному Господу, to the highest truth, высшей истине. should be unmotivated by any type of arrogance or Это- selfishness. Это служение не должно быть мотивировано никакой корыстью и не движимо высокомерием. And uninterrupted by ever-changing circumstances. И постоянно изменяющиеся обстоятельства нашей жизни не должны мешать ему. That type of loving service to God and to all beings is what satisfies the heart, and that's true religion. Именно такого рода служение, любовное служение Богу и всем живым существам и есть высшая религия и высший путь. And my understanding Мое понимание and the great sages and rishis and yogis that I learned from, they Пони- taught me that this is the essence of all the great spiritual paths. великие йоги, мудрецы, которые учили меня, в конечном счете они все соглашались с тем, что это квинтэссенция всех духовных путей. So whatever path we may take, По какому пути мы ни пошли, what is important is that the people who are inspiring us, we really see that they are connecting to that love and compassion. в конце концов мы должны увидеть, что люди, которые вдохновляют нас идти по этому пути, связаны с этим источником, и они действительно проявляют любовь и сострадание. And by following, we are really being connected to that essence and not being distracted by all the little fish of sectarianism and egoism. Тогда, следуя за ними, мы в конце концов сможем соединиться с источником любви в своем сердце, и мальки сектантских представлений и эгоистических концепций не смогут отвлечь нас от высшей цели жизни. Because even in religion, so many little fish are there. Потому что даже на духовных, на религиозных путях есть очень много мальков, которые... We have to be looking for that essence. Но нам нужно научиться искать самую большую рыбу. And if we find the essence in our own spiritual path, we'll see that essence and appreciate it in others' И если spiritual мы paths also. обнаружим эту суть в самих себе, мы сможем увидеть и оценить проявление этой сути, существенной природы живого существа в других людях. Saragrahi means one who's seeking the essence. Сараграхи значит человек, который ищет суть.
In my own life, В моей собственной жизни I have, by God's grace, experienced something so beautiful and wonderful. по милости Бога я получил удивительный духовный опыт. Through the chanting of this Maha Mantra. Благодаря повторению этой Махамантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Which is a prayer, oh beloved, all attractive, all loving Lord, please engage me in serving you and all your living children with love and compassion. Эта маленькая молитва означает: о Верховный Господь, о самый привлекающий, любящий Господь, помоги мне служить Тебе и всем остальным с искренностью и состраданием. In whatever language we may chant, that is the essence. На каком бы языке мы ни повторяли эту молитву, она составляет собой суть. And if we're seeking the essence with a sincere heart, И если мы ищем эту суть искренним сердцем, God helps us. это поможет нам. We never really find our path. It is revealed to us when we have a sincere heart. На самом деле мы не можем сами отыскать свой путь. Путь открывается нам, если мы проявляем искренность. The Bible says, seek and ye shall find. В Библии говорится: ищите и обрящите. Knock and the door will open. Стучитесь, и двери откроются перед вами. Thank you very much. Спасибо большое. Дорогие друзья, давайте поблагодарим еще раз громкими аплодисментами нашего гостя, Радханатх Свами. Нас ждет сейчас одна из самых важных частей нашего семинара, нашей встречи. This is a monkey. Это обезьянка. Сейчас будет автограф-сессия, и я попрошу, чтобы вы меня послушали внимательно. С двух сторон от сцены будет организовано вот за нашими службой безопасности. Просьба в очередь становиться, и каждый буквально 3-5 секунд на подпись книги имеет возможность. Слева и справа от сцены, не посередине. Посередине мы выходим из зала. Просьба соблюдать временной режим. Также наша сегодня программа проходила, вход был свободный на нашу программу, но те люди, кто желает поддержать подготовку этой программы, могут, если есть желание, совершить пожертвование. На выходе из зала стоят корзины с деньгами, вы можете туда положить свои деньги. Спасибо.